Всем привет! Меня зовут Наташа, рада вас видеть на своем канале. В этом видео будем шить с вами вот такой вот теплый зимний детский конверт кокон. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Выкройка представлена в двух размерах 0,3 месяца и 3,6 месяцев. Выкройка дана без припусков на швы. Все необходимые материалы указаны на титульном листе. Квадрат проверочный должен быть равен ровно 5 на 5 сантиметров. Листов в выкройке 0,3 месяца 10 штук. Каждая страница пронумерована и есть сетка, как собирать. Собираем ее в горизонтальном положении, то есть 2 листа по горизонтали и остальные идут вниз. Там, где указаны ножнички, нужно срезать эту сторону. Левую сторону проклеиваем клеем и совмещаем с правой. И так собираем полностью всю выкройку. Для начала печатаем всегда одну страницу, первую, и проверяйте проверочный квадрат. Он должен быть равен точно 5 на 5 сантиметров. Если все верно, печатаем полностью всю выкройку. Вот так выглядит выкройка. Я буду шить размер 0,3 месяца. В выкройке указана долевая нить. Есть отметки с середины, сверху и снизу. Вот здесь есть пунктирная линия. Она означает, что разделяется деталь спинки и деталь переда. Капюшон идет половинчатая деталь, она идет со сгибом. Каждая деталь подписана, вы не запутаетесь. Вот эта вот линия пунктирная, я ее специально сделала цветной, чтобы вы видео посмотрели. По ней я вот так вот сгибаю, и получается деталь переда вот таким образом. А когда я ее разворачиваю, получается деталь спинки. Я специально сделала одну деталь, такую совмещенную, чтобы не увеличивать количество листов выкройки. Для пошива мне потребуется 2 тракторных молнии 60 сантиметров. Или можете взять одну молнию метровую. Опушка меховая. На подклад я возьму искусственный мех. Вы можете взять овчину, либо плюш. Что-то подойдет сюда ворсовое, очень мягкое, нежное. У меня будет мех. По расходу ткани я купила всего по 1 метру. 1 метр на подклад, 1 метр на верхнюю ткань. Наверх я рекомендую плащевую ткань. У меня здесь плащевая ткань на трикотаже. Мне очень понравилось из нее шить. Мы шили с вами детский конверт Лео из трикотажной ткани и кокон. Я тоже решила сшить из такой ткани. Я выкроила необходимые детали. Получилась одна деталь переда из основной ткани и из подкладочной ткани. Получается одна деталь спинки. Вот так она выглядит из основной ткани и из подкладочной ткани. И одна деталь со сгибом капюшон из основной ткани и подкладочной ткани. Теперь нужно все детали наколоть на утеплитель. Я буду шить зимний конверт на минус 25-30. Я возьму Альпалюкс 200 грамм в 2 слоя. Получается, наверх у меня будет 400 грамм. И на спинку я поставлю тоже 400 грамм. Совмещаем детали верха с подкладом. Деталь переда я решила простегать. Вы можете сделать на свое усмотрение. Я буду простегивать шириной по 12 сантиметров. Можно сделать немного побольше. Скрепляю вот такими вот зажимчиками по краю и начинаю простегивать. Простегивать нужно змейкой, то есть не в одну сторону все простегивать, а где заканчивается стежка, потом там начинаете, чтобы у вас не стягивалась ткань.
Остаются у меня вот такие вот отверстия, и я набиваю шариковым холофайбером. Если вы будете делать в один слой, вы можете между тканью и наполнителем вложить уже шариковый холофайбер. Я буду вкладывать между слоями утеплителя листового. Набивайте не сильно много, но плотненько, чтобы было. Из краев оставляйте ровную поверхность, мы там еще будем вшивать молнию. Если туго набьете, тогда молнию будет очень сложно вшить. И теперь по всему периметру нужно скрепить строчкой. Закрыть эти отверстия. Лишний утеплитель срезать. Вот такие у меня детали получаются. Деталь переда. Она у меня вот так, подготовила я ее. Деталь спинки. Лишнее все мы подрезали. И капюшон. Я просто иголочками его сколола. Посмотрела, как это будет выглядеть. Теперь убираем это все, разбираем. И смотрите, я беру деталь переда. Я ее подгибаю. Это получается у нас деталь переда. Нужно перенести отметки там, где начинается деталь переда. Поставим такие вот отметочки. Отсюда у нас будет вшиваться молния. То есть, когда мы прикладываем деталь переда, вот так должно быть получиться. Займемся деталью капюшона. Прикладываем лицом к лицу деталь капюшона и скалываем по одной стороне у линии лица. Прокладываем строчку на машинке. На припуске я оставляю 1,5 сантиметра. От краю я отмеряю примерно 8 сантиметров и ставлю вот такие вот себе пометки. Здесь у меня будет начинаться меховая опушка, я буду сюда вшивать и поставлю потом люверсы. Измеряю это расстояние. Подготавливаю деталь, одну полоску. Я буду делать меховую опушку на молнии. Вы можете сделать на кнопках, как больше нравится. Складываю этот отрез лицом вовнутрь и по коротким срезам стачиваю. Вот так вот у меня деталь получается. Ее выворачиваем. И совсем слегка ее нужно приутюжить. Через дополнительную ткань ее нужно немножечко подутюжить. И уже ее потом прикладываем к капюшону вот таким образом. То есть от края нужно будет отступить вверх примерно 2 или 2,5 сантиметра. Вот так вот она будет закрываться. Скалываем ее иголками. И когда я вот так вот отгибаю, она должна встать практически вровень с началом капюшона у лица, либо немножечко быть меньше. Прокладываем строчку на машинке. Затем я беру молнию, у меня обычная молния витая, разъемная. Одну часть без бегунка я беру и прикладываю под эту планку, отступая от края примерно 1 либо 1,5 сантиметра. Прикладываем, скалываем иголочками и прокладываю строчку на машинке. Вот этот лишний хвостик я немножко сильно подрезала, оставьте его побольше, чтобы когда закроется планкой, он там зафиксируется. Но я срезала здесь лишку и, получается, буду просто закреплять еще дополнительной строчкой. Вот так вот у меня получается. Я проложила строчку, и когда закрывается планка, молния будет закрыта. Сейчас нужно поставить закрепку сбоку вот здесь с одной стороны. И то же самое с другой стороны. И когда вот я закрываю, видите, немножко много я подрезала молнию. Я поставлю вот здесь на молнии, зафиксирую строчкой и с краю. И потом проложу строчку параллельно молнии.
стараясь не задеть молнию. Все, вот одна часть у нас готова на капюшончике. Теперь я поставлю люверсы. Обзоры на мой пресс, на все насадки есть на моем канале. Подробное видео я рассказываю и показываю, как устанавливать эти кнопочки, люверсы, и рассказываю, где я его покупала. Если у вас пока нету такого приспособления, вы можете просто пробить петлю аккуратно, и тоже у вас поставятся фиксаторы. Вот, посмотрите, как быстро и аккуратно получаются люверсы. Я беру шляпную резинку, и есть у меня вот такие вот фиксаторы с двумя отверстиями. Я вставляю сначала в одно отверстие, затем вдеваю в другое и продеваю через люверс. С краю вот эти шляпные резиночки нужно зафиксировать на машинке, поставить закрепляющую строчку. И затем я прокладываю кулиску, совмещаю уже подклад и верхнюю ткань между собой и ровно строчка в строчку прокладываю шов. Теперь я беру вторую часть молнии, ее застегиваю и сделаю себе пометку. На вторую часть молнии будем сшивать меховую опушку. На длину молнии я выкраиваю две детали шириной 5 сантиметров и между этими деталями вкладываю вторую часть молнии. Фиксирую иголочками и прокладываю строчку на ширину лапки на машинке. Опушка у меня меховая, шириной 10 сантиметров. Я беру нужный мне отрез, измеряю и аккуратно, не касаясь меха, срезаю излишек. Затем вот эту вторую часть с молнией я беру и лицом к лицу прикладываю к меховой опушке, разворачиваю лицом вверх. Мех нужно спрятать как бы вовнутрь и сколоть иголочками. Потом будем прокладывать строчку на машинке с одной и с второй стороны. Вот такая вот деталь получается. С одной стороны я закрыла отверстие и через оставшееся отверстие выворачиваем опушку на лицевую сторону. Опушку я вывернула. С одной и со второй стороны я ее закрыла, края, и примеряем на молнию. И вот смотрим, как она получилась хорошо. И когда она встанет в капюшончик, будет смотреться вот так. Если вы решите шить без опушки тоже будет хорошо смотреться вот таким образом. И даже когда вы снимете опушку, можно носить капюшончик без опушки. Теперь на деталь переда я прикладываю деталь переда из подклада и поверху прокладываю строчку вот здесь. Отворачиваю, и здесь можно поставить
либо резиночку стягивающую, я поставлю люверс. Но можно также поставить просто резиночку, тогда здесь не будет возможности утягивать побольше это расстояние. Но его нужно обязательно стянуть, потому что оно широковато. И таким же образом ставлю фиксатор и шляпную резинку. Вот так у меня получается. Теперь пришло время вшивать молнию. У меня две молнии здесь тракторные по 60 сантиметров. Я немножко их края подрежу, потому что они у меня разъемные. И поставлю снизу фиксирующую строчку, чтобы они не раскрывались. Вы можете взять одну молнию, например, метровую, и точно так же ее поставить. Тогда у вас будет перед откидываться в сторону, а у меня будет открываться на двух молниях вперед, как бы откидываться. Застегиваем молнию, накрываем подкладом и фиксируем иголочками, совмещаем деталь из основной ткани и деталь из подклада. А молнию как бы впрячем вот так вот вовнутрь. Вот так вот я сколола. Снизу нужно оставить отверстие для выворачивания. Примерно 20 сантиметров должно остаться, 20-15. Я вот здесь не измеряла точно. И через это отверстие выворачиваем на лицевую сторону. Деталь переда у нас готова. Теперь будем вшивать вторую часть молнии по отметкам, которые мы перенесли. Вот здесь вот проверяем, чтобы они совпадали. От этой отметки сбоку мы к ней прикладываем вторую часть молнии, скалываем иголочками, либо сметываем и прокладываем строчку на машинке. Проверяем молнию, застегиваю ее, чтобы она ровненько у нас сшилась. Вот такой вот уже пухленький, тепленький получается конверт. Осталось нам вшить деталь капюшона. На капюшоне есть тоже отметка. И на детали спинки есть отметка. Их совмещаем, скалываем иголочками и прокладываем строчку на машинке. Деталь капюшона вшилась. Здесь будьте очень аккуратны, чтобы не оставить иголок. Обязательно их считайте, либо используйте лучше здесь зажимы вместо иголок, потому что работаем с утеплителем и с мехом, и большая вероятность их просто не заметить. Осталось снизу не прошитым отверстие. И на детали переда я хочу проложить строчку на ширину лапки. Тем самым сделаю кулиску.
теперь нужно вшить деталь подклада к детали спинки. Выворачиваем капюшон вот таким образом. Прикладываем лицом к лицу деталь переда. И сверху это все дело накрываем подкладочной тканью и скалываем по всему периметру. Совмещаем отметки середины. И снизу либо сверху нужно оставить отверстие непрошитым, для того, чтобы можно было вывернуть наш конверт. Вот здесь снизу я отдельно сколола детали подклада и деталь из плащевой ткани. Потом, когда я прошью, я уже строчкой немного скреплю снизу эти слои. Вот так у меня получается. Лишние утеплители, все припуски и ниточки нужно срезать обязательно. Сверху я оставила небольшое отверстие непрошитым, и через него я выворачиваю. Вот так получается. Молнии снизу вшиты. Аккуратно застегиваем молнии, проверяем, чтобы все хорошо у нас вшилось. Конверт полностью готов. Он получается очень теплый, уютный. Конверт я шила для холодной сибирской зимы на минус 25, минус 30 градусов. В таком конверте будет точно тепло. А если вы еще в него сошьете комбинезон, который есть у меня, и в сочетании с комбинезоном будет еще теплее и уютнее малышу. Выкройка доступна в двух размерах: 0,3 месяца и 36 месяцев. Выкройка платная. Чтобы ее купить, вам нужно написать мне в личные сообщения. Все ссылки, как связаться со мной, я, как обычно, оставляю под этим видео. Отмечайте меня под своими работами в Инстаграме, либо в группе ВКонтакте. Я обязательно зайду и тоже в ответ вас полайкаю и оставлю комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. И всем до новых встреч. Пока-пока.